Дорогие друзья и читатели, приглашаю вас на вторую часть моей авторской книги «Мир сердцем». По многочисленным просьбам каждую среду и воскресенье представляется новая глава. Все главы видеокниги для удобного просмотра находятся на моем канале в плейлисте «Видео-аудиокниги». И ссылка на этот плейлист находится под каждым моим видео. Заранее благодарю за ваши отзывы и комментарии. Душевного уюта и незабываемых впечатлений. Приятного просмотра. Глава 20. Париж всегда Париж. Время неумолимо отсчитывало уже 8 лет со времени, когда Эстер после успешной операции на сердце уехала учиться в Париж. Это были самые прекрасные годы в ее жизни. Она смогла адаптироваться во Франции. Раскрывая свой талант, она восстановила ту особенность не просто жить, а жить, танцуя и восхищаясь этим миром. Сегодня она уже признанная молодая художница во Франции. За все это она благодарна своим любимым маме и папе, конечно же, брату Ричарду, и уже маленькой и любимой сестренке Брижит, которую она просто обожала. Но здесь, в Париже, весь тернистый путь ей пришлось пройти благодаря поддержке Франсуа Маро, известного французского кинорежиссера и владельца художественной галереи. Он познакомился с ней на первом экзамене в школе искусств. Он был старше ее почти на 17 лет. Чувства милосердия и поддержки со временем переросли в большое и взаимное чувство. Это была прекрасная пара, и потом уже семья, где рос очаровательный и смышленый Эммануэль. Сегодня открывалась первая ее профессиональная выставка в Париже. «Paris sera toujours Paris». Это ее были все произведения, которые она творила здесь, в этом прекрасном городе ее мечты, городе Париж. Они были непревзойденны. Каждая из них была неповторима, они излучали такой свет и чистоту душевных помыслов художника. На них можно было смотреть часами, без устали, ощущая неподкупность мировосприятия. Она имела ошеломляющий успех, и уже многие картины получили своих поклонников. Это было истинное признание ее таланта. Но самый главный эксперт ее творчества был Франсуа. Он боготворил свою жену и оберегал лишь только за то, что она появилась в его жизни. Он никогда не встречал в своей жизни таких светлых и вместе с тем талантливых женщин, причем во всех всеобъемлющих сторонах жизни. Ее очарование и истинная красота ослепляли Франсуа, одновременно придавая глубокий смысл его жизни и его творчеству. Он заканчивал съемки нового фильма по одноименному роману «Le monde par cœur» – «Мир сердцем», который написала Эстер в прошлом году, в основу которого были положены реальные истории ее жизни. Но это был большой сюрприз к годовщине их свадьбы. Он мечтал, что она будет первым зрителем и экспертом этой уникальной картины, как и он в оценке ее творчества. Удивительная творческая идиллия была так уникальна и исключительна в известных творческих кругах Парижа и далеко за ее пределами. Можно назвать ее музой в его творчестве. Со своей стороны Эстер очень дорожила их отношениями. Это было взаимно. Все ее произведения исходили из света, излучающего от него. Это и был ее смысл жизни в нем. Франсуа и на редкость одаренного сына Эммануэля.
Книгу еще не опубликовали, но сценарий, по которому снимался фильм, имел еще продолжение, которое, как полагал Франсуа, будет сюрпризом для нее. Но он не изменил имя главной героини, тем самым придавая истинную подлинность сюжета. Это и был оригинальный подарок, как он полагал, для его любимой Эстер. Выставка открылась с небольшим опозданием, некоторых организационных моментов, что в общем осталось не особо замеченным. Первое слово было произнесено Франсуа в роли мецената, но главное – творческого личного вдохновителя, автора выставки. Сложно было не согласиться с этой особенной ролью. Он волнительно произнес: «Я рад вас всех приветствовать на первой художественной выставке молодого дарования, которая прошла сложный путь становления личности в жизни и признания в творчестве. Она не просто смогла преодолеть все сложности со здоровьем, а более того, преодолев их, сумела воплотить все свои чувства, непревзойденность своего таланта. Это уникальная и тонкая личность, которой мы гордимся. Такую судьбу нужно заслужить перед Всевышним. Ее путь был поистине сложным и уникальным. А теперь, друзья, я предлагаю насладиться прекрасными, надеюсь, вдохновляющими моментами произведений, написанным любящим сердцем». И в этот момент под звуки аплодисментов в зал вошла хозяйка этой выставки. Она была прекрасна. Отлично сложенная фигура с сияющим счастливым лицом. От нее исходила такая позитивная энергия, которая заряжала всех собравшихся в зале. Она впервые ощутила такое тысячное внимание, но она держалась, несмотря ни на что, уверенно и непринужденно. Пригласила оценить ее произведение, пообещав дать пресс-конференцию по окончанию мероприятия. Она была безмерно рада и вдохновлена. Париж всегда Париж. Это и есть та сбывшаяся мечта, которой она была всегда верна, и ни на секунду не сомневалась в том, что ее триумф здесь, в Париже, в городе ее предков. И именно ей удалось вернуться к истокам своих предков и заново засветить здесь, на своей родине. Это и был тот путь через тернии к звездам.